Друзья, всем привет! Всем привет! Вы на канале Big Trip Vlog. А мы по-прежнему находимся в Колумбии. И сегодня мы отправимся увидеть большую скалу, которая находится недалеко от города Медельин. Преодолеем множество ступеней, чтобы увидеть потрясающие виды. Ну а перед тем, как отправиться на экскурсию, я бы хотела вам показать, как выглядит наш отель. Он называется Casa Hotel Los Laurels или Laurels, точно я не знаю. Вот здесь у нас ворота, здесь у нас все закрывается везде на замки, на пароли, в целях безопасности. Вообще в Медельине было очень мало вариантов жилья сейчас, потому что очень высокий сезон, много туристов на местах, поэтому мы очень долго искали и остановились на этом варианте. Этот отель находится в километре от центра, и, конечно же, это удобно, чтобы посмотреть достопримечательности, которые там находятся. Например, площадь Боливар, которую мы сегодня с вами увидим. Ну а теперь давайте пройдем в наш номер. Мы здесь уже провели ночь, поэтому здесь у нас не так чисто, как было изначально. Видите, все по паролю. Номер у нас небольшой, но даже втроем мы здесь уместились. Так, я вот заправила постель, как бы не очень профессионально, как это делают горничные. Здесь у нас есть небольшой уголок кухни, микроволновка для того, чтобы разогреть какие-либо блюда. Есть стаканы, есть кружки, есть тарелки, даже тарелки для супа мы их используем для хлопьев. Есть плита газовая. Также можно помыть посуду за собой. Сразу же здесь есть моющее средство для этого, то есть мы отдельно ничего не покупали. Холодильник у нас полный напитков, потому что здесь есть мини-бар за дополнительную плату. Но она умеренная, потому что в отелях в Колумбии не делают большую наценку на напитки. Также здесь есть у нас столовые приборы, доска для нарезки, сковородка небольшая и есть кастрюлька. Поэтому для того, чтобы что-то приготовить несложное, здесь есть все необходимое. Вот такой вот уголок. Здесь у нас окно. Открывается вид на улицу. Большая двухспальная кровать. Но в чем ее прикол? То, что она выдвигается, и эта кровать из двойной превращается в трехспальную кровать. Она очень большая, я не буду ее до конца выдвигать, но в целом, чтобы разместиться втроем, видите, какая она огромная, поэтому втроем мы разместились. Учитывая, что цены сейчас очень высокие, мы решили сэкономить таким образом, потому что путешествие у нас еще длительное, мы все-таки на зимовке здесь будем 3 месяца. Так. По поводу шкафчика. Вот, значит, шкафчик. Здесь есть еще напольный кондиционер. Так, по шкафчику еще было дополнительное одеяло, подушка, покрывало и утюг. Также здесь есть телевизор, которым мы навряд ли воспользуемся. И пройдем в ванную комнату. Здесь у нас душевая. Видите, новенький ремонт, новенькая сантехника очень хорошая. Не надо ждать долго, когда прогреется горячая вода. Комфортный унитаз, небольшая совсем раковина, освежитель воздуха, 3 полотенца, даже 4 полотенца у нас тут есть, и мыло. Вот, ну и как всегда розетки, не европейского формата, вот, поэтому у нас как бы есть с собой переходник, но если у вас его нет, то можно его купить в целом, где на улице. Вот так выглядит наш номер, он небольшой. Но, как я говорила, под наши цели он весьма подходил. Ну и главной фишкой этого отеля является то, что здесь есть террасы, поэтому если вдруг мало места в комнате, можно выйти сюда, поработать, устроить себе завтрак, романтический ужин. Здесь все в цветах. Также выходит вид на улицу оживленную. Здесь в основном всякие офисы, магазинчики есть, да, всяких кафешек недалеко, много супермаркетов тоже рядом. С другой стороны открывается вид на красивые горы. Нам здесь нравится, и мы ближайшие 3 ночи проведем здесь, в Медельине. Ну а теперь, ребята, погнали на интереснейшую экскурсию. Поехали к этой огромной скале мы с экскурсией, поехали с турагентством Columbia For You. Сейчас у нас небольшая остановка в городе Эль-Пеноль. Здесь тоже находится вот такая вот скала, а внутри нее собор. Там проходит сейчас служба, поэтому мы внутрь не заходим. Могу вам со стороны немножко подснять. У нас уже вторая остановка. То ли мы будем видами любоваться, то ли переправляться. Скорее всего, второе, потому что стоят пришвартованы небольшие теплоходики, на которые заходят люди. Но сейчас обо всем узнаем. У нас гид на испанском языке. Испанским владеют немножко Тома и Али.
я совсем ничего не понимаю, ну, кроме, может быть, нескольких слов. Вот, поэтому пока не так просто разобраться. Но вроде вся группа идет сейчас к воде. Погодка замечательная, очень тепло. Пока больше похоже на какую-то дискотеку. Поднялись на верхнюю палубу. Здесь солнышко. Не знаю уж, сможем мы на таком солнце долго просидеть. Но, по крайней мере, тепло, виды прекрасные. В итоге это оказалась никакая не переправа, а просто небольшая, примерно часовая прогулка по каналу. Мы любовались видами. Также нам гид рассказывал, если мы правильно перевели с испанского, что мы проплывали один из домов Пабло Эскобара. Также мы подплывали к скале, к которой мы сегодня еще направимся, на которую нам еще предстоит покорять. Из которой мы, кстати, увидим виды, которые сейчас проплывали, но только с высоты. Да, а сейчас, получается, мы сделали такой кружок и вернулись обратно. Поэтому идем обратно в автобус и едем уже, надеюсь, к главной достопримечательности. Ну, а возможно, еще погуляем по городку, который находится совсем рядом с этой скалой. В итоге мы пока никуда не едем, а поднялись еще немного выше. И здесь мы видим такой небольшой город, в котором в основном товары, ряды различные, сувениры. И, как нам еще объяснили, находится реплика церкви, которая находится где-то в соседнем городке, уже в настоящем городе. Вот так вот выглядит эта реплика этой церкви, судя по всему. Вообще очень похоже на такой, знаете, миниатюрный городок с множеством магазинчиков, кафешек и торговых рядов. Сейчас мы доехали на автобусе до городка, который называется Гуатапе. Многие даже приезжают в Медельин, чтобы потом приехать именно сюда. Очень красивые улочки, домики. Сейчас мы только заходим и немножко полюбуемся этим красивым местом. А скала, которая будет, наверное, нашей финальной такой точкой, она как раз находится между двумя городками, между Гуатапе и между первым городком, где мы в самом начале останавливались. Сейчас нам гид рассказала, что основным символом этого города является ягненок или барашек, поэтому, гуляя по городу, можно часто его встретить на домиках. Еще один интересный факт, то что все домики окрашены в природные цвета, и в основном это такие цвета, как терракотовый и зеленый. И вот мы сейчас проходим в церковь, она тоже выкрашена в белый терракотовый цвет. Символы, которые мы сейчас видим, они были еще с древних времен. Сейчас, конечно же, их реставрировали, но многие из них старше, чем мы с вами. Мы гуляем по вот этому поселению, которое называется Гуатапе, уже порядка получаса. И знаете, все настолько яркое и пестрое, что формируется ощущение такой одной большой детской площадки. Вот. И, не поймите неправильно, через какое-то время даже глаз уже устает на это все смотреть. Очень ярко, очень пестро, но все равно, конечно, красиво. И еще один любопытный факт, что по всему городу ездят такие вот транспортные средства, похожие на тук-тук. То есть такие маленькие повозки, рассчитаны на 2-3 человек максимум. Очень популярные в азиатских странах.
На испанском этот транспорт называется моторатон или моточиво, Ну что, теперь пришло время обеда. который мы заранее выбрали. Нас спрашивали, что мы хотим: мясо, курицу или свинину. Вот мы выбрали, сейчас нам будут накрывать. Нам уже показали, что это наш столик, Да, на одной из улочек зашли в ресторан. который называется Кастиджо, что в переводе с испанского замок. Вот такой вот замок. Мы уже поглощаем наш обед. Кто-то выбрал свинину, как мы с Томочкой, а кто-то, вот, как Али, выбрал курицу, но пока ее еще нет. Но, ну, надо сказать, что все вкусно. Помимо мяса здесь есть еще рис, салатик стандартный, авокадо, как всегда, очень вкусный, местная лепешка и местный банан, который называется как? Платано. Платано. Ну, в общем, это специальный банан для жарки, для готовки. Вот, все очень вкусно едим. А, еще компотик. Ну, не факт, что-то да. похожее на айву, скажем так. Такой из сухофруктов как будто, но вкусно. Мы купили для Али попробовать фрукт, который называется нойны или черемоя. Здесь я не знаю, как он называется правильно. Это Давайте- типа мини-версия сметанного яблока. О которой ты наслышан. Ну, давайте его разломаем, да попробуем. Как бы. Ну, ты уже пробуешь, в принципе. Но я думаю, многие зрители наши тоже не пробовали, не знают данный фрукт. Но здесь он очень популярен, мне кажется. А я пока, кстати, тут физалис поедаю. Внутри такая большая мякоть, большие, ну, скажем так, не то чтобы дольки, но там косточки тоже присутствуют. Ну и много мякоти сладкой. Это здесь, получается, фрукты сколько стоит? 3 там, да? Да, 3-4 песо. 3-4 песо за, Маленький фрукт. за одну штучку. Ага. А мы, получается, вчера на рынке, например, брали питаю всего лишь за 3, да? За 3000 песо, но это была такая нормальная питая. Ну, здесь Она дороже. более туристическое такое место. Опять садимся мы в автобус и продолжаем наше движение вперед. Мы наконец-то доехали к скале. У нее есть несколько названий. Но самое простое, популярное — это Ля Пьедра. Переводится с испанского как камень. А несколько имен у скалы, потому что она находится, как я уже ранее говорил, между двух городов. И каждый город дает ей свое имя. Со стороны эта скала выглядит как огромный камень со шнуровкой. Со шнуровкой в виде лестницы. Сейчас обязательно вам его покажем. Ну, сейчас мы, видимо, разделимся. Томочка пойдет наверх, а я попробую снизу поснимать с дрона. Если у меня получится, если никто здесь не будет возмущаться. А скала снизу выглядит 220 метров в высоту. И, как поговаривают, этой скале уже 70 миллионов лет. Чтобы подняться на скалу, необходимо купить билет. Стоимость такого билета 20 тысяч песо. Смотрите, какой красивенький. Нарисована это Ла Пьедра, гора. Вот я засекла время. Я начала подниматься в 3:32. Время 3:48. Я уже наверху. То есть подъем на 650 ступенек у меня занял примерно минут 15, даже меньше. Вы посмотрите, что здесь есть. Ну, есть вот такая кафешка, я так понимаю, что можно добраться еще выше. Сейчас я сюда еще пойду. Так, сейчас только найду вход. Вот либо с этой, либо с другой стороны, но вот отсюда скорее. Давайте поднимемся. Так, я нашла вход. Здесь такой как мини-зал практически с винтовой лестницей. Ну, собственно, вот основная обзорная площадка. Посмотрим, ради чего мы сюда поднимались. Вид на красивую реку, катамараны, вот там выходят, на которых мы тоже сегодня плавали. Маленькие островки. Безумно красиво. Людей очень много, но в целом подъем несложный. Также здесь есть еще такое, ого, какая огромная птица, я сейчас увидела. Хотела сказать, что также здесь летают вертолеты, поэтому можно не только подняться на эту гору, но еще и посмотреть ее с высоты, с вертолета. Но это, конечно же, за отдельную плату, это не входит в нашу экскурсию, это как отдельный вид развлечения. Безумно красивые виды с высоты. У нас тут ограничено время, всего лишь 1 час, причем это входит с тем, чтобы сюда подняться и спуститься. Поэтому делаю, так сказать, последние кадры, чтобы посмотреть на всю эту красоту.
Ребята, обязательно ставьте лайк, если вам нравятся такие виды. Если бы вы так же, как и я, набрались бы сил и поднялись сюда. Потому что Али с Кириллом не поднялись. Потому что Кирилл боялся, что он будет слишком долго подниматься и ему будет сложно. А Али просто слился. Сюда не сложно подняться, видите, даже дети поднимаются. А вот с этой стороны можно наблюдать, как летают большие птицы. Это тоже нам рассказывали, что птицы из рода кондоров, но они меньше. Но какие же они красивые, какой у них большой размах крыльев. Также, конечно, здесь есть сувенирный магазинчик. Но у нас так мало времени, что у меня даже нет времени посмотреть на него, поэтому я иду уже обратно. Буду спускаться, у меня это, наверное, займет минут 7, не больше. Собственно, вот так вот выглядит спуск. Ничего особенного, удобная лестница. Я сначала удивлялась, почему не сделают этот каблкар, который я с Мирдалини, чтобы сюда быстрее подниматься. А, собственно говоря, он здесь и не нужен, потому что здесь ничего сложного нет. Только вот иногда очередь такая вот. Но я думаю, это из-за того, что на кассе, когда сюда поднимается, есть очередь. И из-за этого здесь такое происходит столпотворение. Ребята, у меня по пути назад села батарейка. Ну, собственно, я спускалась всего лишь минут 6, наверное. Подъем несложный, спуск несложный, вход недорогой, поэтому я думаю, что подъем того стоит. Очень красиво, сверху виды потрясающие. Но вы можете также остаться внизу, насладиться, ну, не знаю, чем насладиться, природой. Но я, на самом деле, запустил дрон с большим удовольствием, посмотрел на все это дело снизу. Ну, как снизу, я полетал наверху, надеюсь, вы видели кадры, надеюсь, они вам понравились. Ну что, такая была у нас экскурсия, да? Но если бы ты поднялся наверх, то впечатлений и эмоций у тебя было бы больше. Да, в принципе, можно уже поделиться в целом насчет экскурсии. Вот, Али, пожалуйста, тоже наш дружочек здесь еще. Давайте расскажем. Во сколько мы? Часов 8 примерно выехали. Сначала заехали в одну деревню, потом в другую деревню. Потом у нас был обед. Потом еще где-то погуляли, правильно? Да. Потом сюда приехали, быстренько поднялись. Сейчас уже возвращаемся обратно. Время сейчас около 4:30. Да? Да, хочу сказать, что экскурсия была насыщенная, было интересно посмотреть на эти деревушки красочные. Они немного похожи на Саленто, но мне кажется, что в них еще больше ярких, сочных красок. Ну, кстати, цена этой экскурсии, господа, $43. Но мы, естественно, оставим ссылочку в описании на компанию. Мы уже не первый раз с ней отправляемся в путешествие, скажем так. Вот, поэтому пользуйтесь, оставим ссылку в описании. И скажете, что от нас будет у вас скидка. Зашли в ресторан, который называется Лечака. Он очень особенный, потому что он посвящен амазонской кухне. И продукты для приготовления блюд привозят именно из Амазонии. Приготовили волшебную сферу. Это такой традиционный напиток, который готовят из бразильского ликера качаса, из имбирного пива и добавляют туда шампанское. Все это было так красиво сделано, у нас тут все дымилось, а теперь мы будем пить этот напиток из трубочек. Похоже на самогоночку, настоянную на вот этих, на еловых шишечках. Вот такой какой-то эффект. Но прикольно. Ну, знаешь, я его в целом могу пить, потому что для меня это не прям супер крепкий. Мы заказали себе креветки в разных соусах. Здесь есть кокосовый, фруктовый, мексиканский. Есть национальный соус севиче. Ну, давайте попробуем севиче. Я никогда не пробовала в таком соусе. Очень интересно. Это, знаете, что такое, как будто бы с маринованным луком и зеленью.
легким ужином, интересными напитками, аутентичной атмосферой. А сейчас отправляемся обратно в отель. А если вам понравился выпуск, обязательно ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до встречи, пока!